Всем привет! С вами Виктория Сидорович, и сегодня мы поговорим о том, как ставить цели так, чтобы они достигались, и что нужно делать для того, чтобы не разочаровываться в себе в конце года. Если ты впервые смотришь мои видео, не забудь подписаться на канал, потому что дальше тебя ждет много интересного и полезного. Ну и, конечно же, не забудь поставить лайк, как мне подарочек перед Новым годом. Итак, пойдем по порядку. Многие сейчас говорят о том, что цели нужно ставить правильно для того, чтобы они достигались. Но эти же многие умалчивают о том, что постановка правильной цели, она не спасает нас от возможного недостижения или разочарования. И сегодня я расскажу вам пошаговую инструкцию, как ставить цели, в частности на год, так, чтобы они сбывались и так, чтобы вы не разочаровывались в конце года. И начнем мы с первого шага. Это создание видения и понимания, чего вы вообще хотите от этой жизни. Это один из самых главных пунктов, на котором я рекомендую вам остановиться. Для этого нужно создать себе подходящую атмосферу. Я бы рекомендовала включить какую-то расслабляющую музыку, зажечь свечи, возможно, приготовить себе какой-нибудь вкусный напиток, чаек, кофеек, ну или чего покрепче. И создать себе атмосферу, которая максимально поможет вам помечтать, вдохновиться и понять, что для вас важно. И для этого я рекомендую сделать одну из базовых практик. Это описать идеальный день из своей идеальной жизни. Поэтому после того, как вы все подготовили, расслабились, представьте себе, как бы выглядел ваш идеальный день, где вы, с кем вы, что вы делаете, что вас окружает, кто вас окружает и так далее. И потом все вот это, то, что вы представили, все, что вам пришло в голову, запишите в заметки или в блокноте. И после этого вас ждет вторая часть первого шага. После того, как вы создали это видение своего идеального дня, это поможет понять такие наброски своей идеальной жизни. И следующее задание — это раскачать свои хотелки и написать 100 желаний, чего вы хотите. Это задание может только звучать просто, но поверьте, 100 желаний написать не так уж легко, сама проходила это и не раз. Но это очень классное упражнение для того, чтобы понять, чего же вы хотите. А для тех, кому это сложно дается, раскачать свой желательный, так сказать, аппарат, потому что нам приходит все, возможности, деньги, все ресурсы только на то, чего мы хотим, когда мы знаем, что мы хотим, что-то конкретное. Поэтому заметки или листочек и ручка и выписываем 100 желаний. Здесь не имеет значения размер не имеет значения. Мы выписываем все желания от самых маленьких, если вы хотите новый блокнот, ручку, какие-то конфеты, сходить в какое-то заведение, до самых больших, квартиры, машины, путешествия и так далее. И выписываем 100 желаний. И только после этого мы приступаем к шагу номер 2. Следующий шаг — это мы выбираем из нашего видения и из желаний то, что мы хотим, чтобы исполнилось в ближайшем году. Если вы ставите цели на год, если не на год, то в то время, на какой промежуток вы ставите себе цели. Можно взять список желаний и отметить себе просто, что хочется, чтобы реализовалось в этот промежуток. И дальше мы все эти цели, точнее, мы все эти желания превращаем в цели. Как мы это делаем? Мы формируем их по славно известному смарту. Мы прописываем цель так, чтобы она была понятной, достижимой, конкретной и экологичной. Что это значит? К примеру, если вы написали «хочу начать заниматься спортом», да, то вы пишете, во-первых, чтобы что вы хотите начать заниматься спортом, или, к примеру, вы пишете «хочу начать заниматься танцами» или плаванием, или еще чем-то, сколько-то раз в неделю с такого-то числа. Не знаю, хочу начать заниматься тверком 3 раза в неделю с 5 января. Вы смотрите, насколько это реалистично, вы прикидываете свой график, и вам кажется, что да. И это вы проделываете с каждой целью, которую вы видите на этот год.
Чтобы было проще, вы можете взять цели, разбить их по сферам жизни. Есть такой инструмент «Колесо баланса». Берете все сферы, это здоровье, реализация, отношения, семья, финансы и так далее. Выписываете все сферы, которые у вас есть, и по каждой сфере формируете желание и прописываете по смарту. Очень часто на этом планирование заканчивается, и это самая большая ошибка. Мы ее не будем допускать, потому что именно вот такого рода планирование, оно приводит к разочарованию, с которым я сталкивалась на протяжении уже нескольких лет. Умный коуч-психолог, здравствуйте. Поэтому я делюсь с вами лайфхаком очень важным, который рекомендую записать и внедрять в жизнь. Так что дальше внимательно слушай, ставь лайк, если тебе полезно, и продолжаем. Теперь момент истины и самый важный шаг. Дальше вы берете все цели, которые вы прописали по смарту, по разным сферам. И теперь каждой цели вы выписываете шаги, конкретные действия, что нужно сделать для того, чтобы эта цель была достигнута. Что важно, эти действия должны быть в зоне вашего влияния. Здесь, возможно, пример с танцами был весьма легкий, да, но если, к примеру, мы возьмем такую цель, которую мы прописали по смарту, которую ставят себе почти все, это заработать X сумму, да, я хочу там увеличить свой доход в 2 раза. И вы такие прописали по смарту. Я хочу увеличить доход с такой-то суммы на такую-то до конца года. Вроде как по смарту. Реалистично? Вы такие думаете, ну за год, конечно же, реалистично. Если бы вы были на моем тренинге, я бы попросила вас поднять руку, у кого такое было и кто потом не достиг. Но вы можете просто написать в комментариях или как-то покивать себе дома. Вот. И дальше ничего не происходило. И вот здесь, возьмем этот пример, важно как раз-таки прописать конкретные действия, что я могу сделать для того, чтобы увеличить свой доход. К примеру, я понимаю, что, например, возьму там свой пример, понятный. К примеру, я могла бы прописать, какие действия мне нужны. Мне нужно увеличить количество клиентов в личном консультировании. Мне нужно монетизировать свой канал на YouTube. Мне нужно брать рекламу в Инстаграме. Я такая, все, понятные действия. Но фишка в том, что эти действия нашему мозгу совсем непонятные. Мы вообще не представляем, как это делать. И мы такие прописываем себе такие шаги, а потом такие, вот как-то я это буду делать. И самое важное, после того, как вы прописали себе по смарту цели, здесь очень важно, что этот момент, он просто это ваш вектор, да, мы на него потом не будем опираться, мы будем опираться на то, на что мы можем влиять. Заметьте, вот эти все штуки, увеличение дохода в X2, именно на эту цель напрямую ты не можешь на это влиять, и я не могу на это влиять, и никто не может на это влиять. И нам нужно найти те шаги, на которые мы можем влиять. Даже на то, чтобы увеличить количество клиентов в личном консультировании, я не очень могу влиять. Но на что я могу влиять? К примеру, я могу влиять на то, чтобы писать больше экспертных постов в соцсетях или выкладывать больше экспертных видео. Или я могу влиять, чтобы разместить объявления на каких-то сайтах. Или я могу написать своим клиентам, с которыми я работала, чтобы они меня порекомендовали и так далее. Это конкретные действия, которые я могу прямо сейчас или завтра пойти и сделать. И наша задача сейчас написать к своим целям именно такие конкретные действия. И именно на них мы будем дальше ориентироваться и по ним делать выводы, куда мы пришли, чего мы достигли. Потому что если мы ориентируемся на первоначальные цели, и мы потом ничего не делали, или что-то делали, но все равно не пришли, нам непонятно, почему так случилось. И именно поэтому мы разочаровываемся. Но когда мы прописываем понятные шаги, на которые мы влияем, это ключевое.
шаги должны быть такие, на которые вы имеете прямое влияние. То есть ты можешь прямо сейчас пойти, встать это и сделать. Я могу прямо сейчас встать и написать пост. Я могу прямо сейчас пойти и написать клиентам. Но я не могу прямо сейчас привлечь 5 новых клиентов. Ну как я это сделаю? И главное понять вот это вот как. Поэтому следующий ключевой шаг – это к каждой цели прописать вот такие конкретные действия, которые ты делаешь. Что еще важно, это то, чтобы не относиться к этому гиперсерьезно, потому что мы пока что не знаем, какие действия приведут к тебя к результату. Но твоя задача прийти к этому результату. Поэтому здесь я призываю относиться к этому как к эксперименту и понимать, что, возможно, это действие приведет тебя. Возможно, то, что я напишу пост, приведет мне нового клиента, а возможно, нет. Или то, что я попрошу меня порекомендовать, возможно, кто-то придет, а может быть и нет. Но чем больше таких действий я сделаю, тем выше вероятность того, что моя цель будет достигнута. Поэтому это ключевой лайфхак, о котором я хотела тебе рассказать. Дальше прописываешь эти понятные конкретные шаги, которые в зоне твоего влияния, и дерзаешь, да, потому что последний пункт в любой истории – это действовать, да, именно поэтому мы пишем конкретные действия. Если ты их напишешь, но ничего делать не будешь, то доля вероятности, что что-то случится, конечно же, есть, но только доля. Поэтому прямо сейчас возвращайся к пункту номер 1 и создавай прекрасное видение своей жизни, пиши список хотелок и дальше по списку. Если у тебя остались еще какие-то вопросы или было что-то непонятно, пиши в комментариях, я с радостью тебе что-то расшифрую и отвечу. Если видео было полезно, ставь лайк, не забудь подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео, жми колокольчик, ну и прекрасных тебе праздников, волшебства, исполнения всех желаний и целей. С вами была Виктория Сидорович, до скорого!